на вахте, и что с ними случилось, там типа выяснить. А вот это вот именно количество, оно бы как-то это... Чувство прогресса бы изначально давало, когда ты убивал бы одного зомби за другим. И также за счет этого было бы какое-то чувство того, что ты не просто какого-то очередного болванчика зомби убиваешь. Надо бы им еще как-то внешность доработать в плане того, чтобы, ну не знаю, какие-то такие характерные вещи, типа, чтобы у каждого были. У одного шапка такого-то цвета, вот один там, не знаю, еще с чем-нибудь, обувь какая-то другая. Ну, такие вот приятные мелочи, которые бы отличали друг от друга от этих зомби. И может быть по запискам можно было бы типа догадаться, что ты сейчас какого-то Илариона убил. Или типа того. Или Петю. Что было бы довольно-таки очень круто на самом деле. Я бы такой, блин, вот. Иларион умер. Иларион. Ну, давайте перейдем к следующей игре. Следующая игра называется... Вы, блядь, не догадаетесь, как она называется. Она вот называется вот так вот. На экране видно, нет? Походу нет. Да. Сейчас, ладно. Так, сейчас. Вон. Так, следующая игра называется... не видно, да? У нее вот такое вот тупое название. Якут называется. Просто тупо. Якут. Да, и поэтому на ваших глазах считайте, что я играю в самого себя. Играя сам с собой, так сказать. Вот уже не думал, что когда-нибудь буду это делать на стриме, но это происходит. Во время ежегодного перехода через тундру Аян со своим стадом попал в сильнейшую бурю. Он потерял почти всех оленей, но некоторым удалось остаться рядом с Аяном. Получится ли у него проявить мужество и восстановить стадо? Один интересный факт, если что. Эту игру делают не Саха, не из Якутии, ребята. Не якуты конкретно. А какие-то русские. В том плане, что... Ну, благодаря этой игре закрепится еще больше среди некоторых людей, что мы тут, короче, чисто оленеводством занимаемся. Короче, как-то так. Смелость — это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха. Владимир Даль. Так, ну, следы на снегу остаются, это прикольно. Вы гляньте на это. Олень, самка олень, самец олень. Мох. Так, хорошо.
Золотомох. Забить. Не, ну погоди. Подожди. Сведения. Анастасия. Лол. Анастасия. Лада. Харитон. Денис, епт. Ануфрий. Блин, классные имена у них. Ксения. Блин, интересно, он называл этих оленей с именами своих бывших или еще как? Карта, инструмент планирования вылазки. Навигация по карте вас или мышка. Выберите точку и выбери оленя вперед. Улучшить. Окей. Так, дерево, рога. Ну, ладно. Готовка. Ладно, погнали. Поход. Ну, уже гонг тоже дает имена стадным особям. Ну, это да. Это немного бредово совершенно. Выбрать направление. В смысле, лол. Холмистая тундра. Начинаем вылазку. Ну, Лада, Седана, Нуфрий, Денис. Ну, давайте на Ладе поедем. В крайнем случае оленя можно убить. Результат вылазки. То есть вот так вот просто. Лол. У меня так много мяса есть. Беф ГМО, здорово. Ну, нажать тап. Покормить оленей, взять мох. Подойти к пастбищу. Подошел. Кормим оленей. Лечи оленей. Заболел. Лол. Вылечить. Лечение это просто похлопал. Не расстраивайся. О, ничего себе. Мелкие оленята тоже. Ну, то есть их стало больше. Охереть, они быстро размножаются. Как кролики прям. Вот что-что, но вот прям олени сделано прикольно. Даже бубен не бил, а вылечил опять гон. Да. Так. Окей, это сделано. Надо покушать. Надо подойти к Юрте и погреться. Грейся у костра. Погреться, поспать, улучшить. Хавать, посидеть. Не, ну это я, конечно, ну... Понимаю, но... Хавать-то как?
Истощение. Да я бы рад поесть, ёб вашу мать. Но, блядь, как кушать-то? Пиздец. На пробел нажать надо было, ребят. Ну, мне вот в жизни надо, ну вот, когда мне хочется покушать, я не нажимаю пробел, я беру и кушаю. Алхата сорвался. Посмотр. Дальше охотиться, да. Погреться. Окей. Приготовить мясо, вскипятить воду. Понятно. Ну, прикол, у меня нету дров, просто уже. Придется пойти на вылазку. Тупо в лес давайте. Снова на ладе поедем. Что поделать? Молодых оленят нельзя запрячь в сани. Ну да. Логично. Так. Давайте убьем кого-нибудь. Это Лада. Ладно, Лада все-таки... О! Еда! Харитон умер. Как бы это страшно не звучало. Блин, а если он умер от старости, его нельзя типа на мясо пускать или что это такое? Олень Ипполит. Ипполит. Че за прикол? Ипполит. Новый год на носу, ребята. Ох, насмотримся мы на этого Ипполита потом. По Первому каналу. Хотя, ну будем честны, кто последний раз видел Ипполита вообще по Первому каналу? Только в прошлом году, наверное, видел. О, так, все-таки да, придется кого-то забить. Тут прям, ну, без шансов. А нет, есть мясо. Все-таки, когда я снимаю шкуру, мясо дается. Ладно, не пришлось их никого убивать, слава богу. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. А. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, нормально. Плюс мясо. Так. Сколько волка не корми. Вода замедляет голодание. То есть я такой хаваю. И потом такой запиваю. Ага. Балдеж. При низкой выносливости иди спать. Все. Спим. Кормите оленей мхом, иначе они погибнут. Что это? Олень может умереть. Снимаешь курс оленя для получения ресурсов. Да как они... Ну то есть, я же кормлю их. Вот знаете, в чем проблема? Чувства времени вообще нету. То есть никак нельзя проследить за тем, когда у тебя олень... ну, Кати, да это же изи, лол. Кису вырубил. Да. Но придется убивать. Да. На! О, какая кровь жесткая. Это прям как будто бы это. Ну, что-то это. Ну, странно, короче. Раз уж игра такая лоу-поли, то можно было бы и, ну, просто...
вокруг лоу-поли захерачить. Ну да ладно. Так, давайте немного погреемся. А я когда еду в Египет. Так. Добыть 15 дерева. Лада. А, она отдыхает. Ну чё, и полит тогда. Погнали. Охуеть, там есть Парасковья. Олених по имени Парасковья. Чё за пиздец? Как эти имена вообще даются? Чё за говно? Так, вылечить. Кормить. Не, ну если прям конкретно симулятор такой типа оленевода, если делать, то ну, при должных механиках можно еще добавить какие другие механики, которые прям сильно разнообразят игру. На самом-то деле. Ну не знаю, вот у тебя дохуя шкуры и рогов, типа можно вести торговлю, типа. Блин, очень сильно напрашивается здесь система времени, так чтобы типа неделя была. Чтоб неделя была, там понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Какой-нибудь такой, знаешь, привычный геймлуп добавить такой, чтобы приезжал какой-нибудь хер, торговал с тобой, ну, скажем, по четвергам, да? Такой он приезжал, выгодно торговал бы ты с ним, получал бы всякую снарягу интересную. И можно было бы сделать так, чтобы в один момент он просто перестал приходить в четверг. И ты такой, блин, а что за херня случилась? И на глобальной карте можно было бы кататься на санях с оленями по территории, и таким образом ты однажды бы заметил, что машина торговца, буханка, сломанная стоит. И он замерз нахуй просто. Или он исчез, и ты ну, начинаешь искать его, где он находится. Типа, нихуя себе, что такое, где он? Игру захитят эти недальновидные существа, тот же Блот или не детской стороны, все в таком духе, бедные люди. Не понял. А, кровь захитит из-за крови? Да не. Просто кровь это очень странно выглядит, максимально странно. Можно было бы сделать эту кровь чуть по-другому. Ну, по единой стилистике она сильно отличается. Выглядит очень как-то по-ассетовски. Вырывается из общего стиля сильно. Не могу, чисто ферма для содержания пришла, выбрала себе лень Сергей Прохор. И получится Римворд. Ну, типа, да. А что это такое? Я проебал. А, ход начался. Окей, всякие разные события есть. Холода. Ага. Так. Проверим еще раз оленей. Вроде все окей. Что это было? Блин.
Не смог сделать реакцию. Черт побери. Ну давай, Ипполит, катай меня. Пара олень дает одного олененка за ночь. Ну давайте улучшим нашу юрту. Япон. То есть, ага. Через день улучшится. Так, кормить. Блин, кто это умер? Кто ты? Денис умер. Блин. Все. Press F to Денис, как говорится. Это мем-алерт был. Там, если посмотришь по этому, как его, под плеером, там есть мем-алерт, плашка. Зайдешь туда и сможешь отправить стикер на этот прямой эфир. Ну, Денис, да. Бедняга Денис фиданул. Ой, блин, еще кто-то умер. Блин, Лада умерла, ебать. Я на этой Ладе так много катался. Ну, что сказать. Лада, она как бы такая. Ломается и живет недолго. Реанимировать эту Ладу, к сожалению, нельзя. Она живая. А черную магию в эту игру не занесли, я думаю. Добыть шкуру 2 из 5. Блин, ну... Что-то игра меня байтит на то, чтобы я прям забивал их жестко причем. Так. И воды. Сейчас я организую. Так, ну поспим давайте. Оленя можно вылечить с помощью трав. Ёпта, я подумал, нет, юрта взорвалась. Редан Юнит, здорово. Siberian Game Jam 2024 решил не участвовать? Не знаю даже. А чё, он уже идет, что ли? Блин. Надо мох взять. Эй. Братишка. Он уже прошел. Ну блин. Вчера закончился. Да чё, блин. Я думал участвовать, я даже зарегистрировался, но видишь, как-то это хз. Он прям что-то меня Бронислава. Серега, давай, катай меня, Серега. Что-то он как-то это. Ну, я вроде затрейхардил, я вроде как даже это, прям хорошо сделал все, но хуй знает. Меня взяли и... Друзья, а чё ебальники все грустные? Доброе утро, бля, сегодня прекрасный день. Прекрасный, да. Взяли и сказали, что у меня типа готовые ассеты. Хуй, блядь, знает. Я на самом деле все делал сам. Внешку и там прочее. Я вообще ни в одну номинацию не попал, хотя как... Ну, игра выглядела достойно, я считаю. Довольно-таки нормально. Да хер пойми их там вообще. Что-то подумал... Что тратить на это время? Время тратить смысла нет. Совершенно. К сожалению.
Опять скажет, что у меня все из ассетов. Там у других ребят тоже, которые вот из Якутии были, там они прикольную игру, ну, стрелялку сделали. И их тоже клеймили этими, как его, готовыми ассетами. Другие разработчики из Game Jam, типа такие: эй, да тут, блин, вообще не верю, что это все ну, было сделано вот за время Game Jam, ёпта, типа там. Вообще пиздец. Мне эта вот херня вот сильно пригорела вот с этого вообще. Ну, конкретно вот, когда начали писать подобную херню, там какие-то вообще разрабы, у которых вообще, ну, скажем так, ну, игра, скажем, не первой свежести, там, ну, вообще полное говно, есть вот точно, вот прям напрямую сказать. Вот прям вообще пиздец. И они такие, типа, видят, что хорошая игра, и сразу начали ее вот конкретно, вот, типа, как бы, ну, на нее наговаривать, на разработчиков этих. Меня прям сильно пригорело. Я им тогда написал еще, что, ну, уже не помню, что написал, но, в общем, я старался задефать этих ребят. За столь несправедливые оценки, так сказать. Ну и потом, зачем тратить время, если там, ну, никак не появлюсь ни в одной номинации даже. Че плохого в готовых ассетах, есть какие-то задротские доебы у них. Но это не конкретно сами эти судьи вот так вот доебались, а другие типа участник, разработчик, понимаешь? Там типа такое недорослик докопался, пиздец. Я, блять, вот хочется даже сейчас, погодите. Сохранение нет, ёбаный рот. Блин, нет, не забивай. Вот вы чаю хотел сейчас зайти, вам показать, кто конкретно доебался до чего, так сказать, и с чем, так сказать, он доебался, так сказать. Вот что у него было и что было у этих ребят, да? И, скорее всего, ну, вы поймете, почему он доебался, потому что у него там команда состояла чуть ли не из 8, блядь, или 15 человек, я уж точно не помню. Там такие команды были, кстати. А вот эта вот команда Ицам Тарьяки, она состояла из 6, по-моему, или 5 человек. И они сделали довольно-таки охуенный этот шутер. Бодрый такой, хороший. Вообще не по теме там и так далее, но нормально. Прям очень хороший шутер был. Идет буря. Блять. Давай. Там такие игры были, что просто нереально сделать за джем. Ну, а там были... Ну, видишь, там еще разница в этих, как его, в мастерстве участников была довольно-таки высокая. Там были такие, бля, жесткие чуваки, что вообще охереть можно. Меня особенно прям удивил один чувак. Он вроде как русскоязычный. Да вроде русский просто, но он стримил и создавал игру. И общался с... Ну, у него аудитория чисто англоязычная. И, короче, он там такую охуенную игру сделал, вообще охереть. Блин, прикол в том, что он сделал игру... Вот просто поймите, на Расте, по-моему, на собственном движке.
Не на игровом движке. Этот ублюдок, блядь, взял и сделал отдельный игровой движок для игры в джеме. Понимаете, насколько он, блядь, высокий, ну, по уровню человек, чем все остальные, ну, которые участвовали в геймджеме. Он так чисто на приколе зашел, кайфанул от участия, сделал, типа, конфетку и, типа, ну, ушел, так сказать. На прошлом СГШ была команда одной игровой студии, вроде первое место заняли. Ну вот, просто берет какая-то игровая студия, залетает, чтобы пропиарить какую-нибудь свою игру. Ну, то есть там смысла участвовать особого нету. Ну, как бы. Ну, чисто ради самого участия, так сказать, может быть. Можно это сделать, да? Но, ну, не более того. Чисто ради самого участия. Аркадий. Оленята не заболевают. Вау, вот это олени. Фу ты, сани. Я сейчас, если что, ну, на прошлом Siberian Game Jam, ну, если ты меня видел, я делал игру на Годоте. Сейчас я перешел на этот Unity. На Unity делаю игру. Ну и вообще по Unity сейчас учусь. По Unity. У меня просто учебный курс был. И вот по нему сейчас конкретно занимаюсь. Но я сделал проект на этот джем, и там есть пару хороших соло-разрабов. The Blue. Ну, кстати, ну, единственный плюс вот подобного участия вот в таком вот геймджеме, это да, вот посмотреть на то, какие там проекты вообще были в принципе. Вот это да, вот это да. Вот это вот всегда интересно. Вот это вот мне всегда нравилось. А почему Godot оставил? Много. Ну, увидел в нем много косяков, скажем. Ну, именно в том плане, типа, косяков. Блин, это я уже много раз повторяю. Сейчас, давай. Короче, у нас есть один проект, над которым сейчас занимается конкретно один человек. Это вот Дима, Roxy Cat. Он во время того, когда занимался сетевым кодом и вообще серверной частью игры на Годоте, он столкнулся с такой проблемой, что игра вообще небезопасна как сетевая игра в плане того, что ты в нем не сможешь организовать как будто бы магазин, понимаешь? Штука какая? Взломать его ебать легко, короче, Godot. Сетевой код Godot очень легко взломать, и если появится такой злоумышленник, который захочет вытащить платежные данные клиентов игры, то он это сделает легко. Типа он мне вот что поведал. И это раз. Во-вторых, обновление на Godot выходит очень долго. Я хер его знает, вот когда
объявили о выходе 3.4, точнее 4.3 версии, да? Но для сообщества Godot это было прям событие, когда она вот недавно вышла. Это еще было сопровождением типа такого абсурдного скандала, типа то, что они вдруг пробудились и стали ЛГБТQ игровым движком, что-то в этом роде. Короче, штука в том, что сам разработчик этого Godot, конкретно сам этот непосредственно, который занимается добавлением фич и вообще его полировкой игрового движка, сам создатель Godot, он продался какой-то компании за сколько-то миллионов долларов, и те поставили в комьюнити менеджеров своих каких-то токсичных ЛГБТ небинарных людей, которые банят всех за нейтральные сообщения или просто сообщения, которые типа... Это я, конечно, все понимаю, там, например, да, вот такие вот вопросы задаются. Я, конечно, все понимаю, но может вы движком займетесь, типа, ну, а не вот этим вот всем. Сразу в бан. А когда будет новое обновление, типа, на движок? Сразу в бан. То есть, если ты не проявляешь какой-то интерес к тому, что касается ЛГБТ-сообщества, тебя, ну, эти самые комьюнити-менеджера банят нахуй просто. Такая вот херня. И сам разработчик, что, ну, как бы подтверждает вообще вот это вот все, то, что он конкретно продался. Он не уволил совершенно вот этих вот самых менеджеров токсичных. Даже за то, что они банили топ-донатеров, которые поддерживали сам игровой движок, которые закидывали свои кровные деньги на его развитие. То есть были такие люди, которые на подписочной основе поддерживали сам игровой движок. У них типа статусы всякие разные были, типа алмазный, золотой и тому прочее. И они вообще в легкую сразу забанили топ-донатера алмазного статуса, которые типа в месяц закидывают около $100 или $300, я точно не помню. Только лишь за то, что он спросил: блин, может дальше развитием движка займетесь? Когда обновление, что-то в этом роде. Вот, как бы такая херня. Ну и потом, после всего этого, я такой подумал: да нахуй надо терпеть, сидеть, ждать, пока этот гандон на разработчике не соизволят выкатить новое обновление и там прочее, пока этот Godot разовьется. Просто пойду спокойненько на уже давно существующий спокойно вот этот вот, ну, давно развитый Unity, который вообще без проблем кроссплатформен. Ну, с кроссплатформой у него вообще нет никаких проблем. Можно хоть куда игру, ну, экспортировать. То есть даже с этим проблема есть у Godot, чтобы вы понимали. Там веб, чтобы на веб вытащить, там надо, бля, пиздец, такие танцы с бубном сделать. Я даже, ну, не этого, не смог этого сделать. Я просто взял и нахуй дропнул эту идею, даже пытаться сделать игру на веб-платформу. Только Windows. Ну и Linux работает хорошо. Там еще и андроиды, конечно, тоже работают и так далее, но вот именно с веб пиздец проблем. Godot повторяет успех Конкорда. Да. Ну чё, ну как бы разработчик... Его понять, с одной стороны, можно. Он, наверное, блин, как бы всю свою жизнь бедной жизнью жил. А тут вот сделал движок игровой. Ему капали деньги, его поддерживали, типа денежка и там прочее. Но не так жестко, как вот, например, вот разовое предложение в миллионы долларов. Ему там, по-моему, дали то ли 5 или 8 миллионов долларов. А может и около 10, я точно не знаю. Но он, блядь, конкретно продался. Он такой, типа, блядь, охуеть. То есть он
там, не знаю, на каком уровне он продался, но вроде как лицензию там и что-то такое он ничего такого не продал. Просто какие-то обязательства у него появились, видимо, чтобы на этом игровом движке там что-то такое типа делать. ЛГБТшное, типа. И, видать, он не может никак уволить вот таких вот людей в своем комьюнити. Ну, уволить вот комьюнити менеджеров вот этих вот токсичных. Вот у них там крыша протекла, да, почти пиздец. И скажу я вам, на Unity прикольно, на самом деле. На Unity прикольно. У меня такое мнение сложилось еще благодаря тому, что я изначально сидел на Годоте, и интерфейсом они прям, ну, схожи. То есть ориентироваться мне стало намного легче, чем когда я вот в первый раз пытался освоить Unity в прошлом году. В этом году я вот прям конкретно начал осваивать Godot, а потом вот бросил Godot, и вот сейчас вот недавно только начал Unity, и я такой, вау, блин, а тут вполне себе прикольно. Правда, местами есть душные моменты на Unity, конечно, непонятные. К примеру, каким нахуй образом можно импортировать типа GIF-анимацию? Ну, я вроде как потихоньку понял, как это делается, но там немного муторно, это трудно. Потом, как импортировать русский шрифт, кириллицу. Поначалу тоже не понимал, тоже дико охуевал, но потом опять же понял. Да. Кстати, очень сильно помогает в этом нейросеть, чат GPT. Вообще не стесняйтесь у него спрашивать всякие такие моменты. Прям супер помогает. Вот, к примеру, в том месте, где я вот учился, ну, учусь программированию, вот школа программирования от Сбера 21, там просто сильно людей запугивают на тему читерства, так сказать. То есть нельзя ни в коем случае использовать готовый код, и ты должен сам все написать и так далее. Но, короче, там слегка путаются вот эти вот понятия именно того, что можно считать вот прям готовым кодом, и можно ли, типа, пользоваться, там, к примеру, нейросетями и прочее. Разные мнения ходят. И поэтому люди такие, типа, думают, что нельзя, и на это смотрят как-то так осуждающе, что ли. А меня прям эта тема очень сильно забустила в плане обучения. Прям очень хорошо. Добавить дров? А где он дрова не берет, интересно? Мы же на вылазки выходим. Ульяна. Ребята, Ульяна. Вы хотели бы покормить Ульяну? Прохор умер, блин. Прохора нет. Жестокая игра. Жестокая. Вот видишь, поход. Кого, блядь? Как? Ульрет?
Эдуард Филарет. А, Улирет умерла. Вон она лежит, походу. Да. Что-то они очень быстро умирают. Не привязываешься особо к оленям этим. Странно это вообще, то, что у них имена вообще есть конкретно. Им характеристики какие-то нужны. Чтобы, знаете, как-то ты мог бы привязаться к конкретному оленю и смерть того или иного оленя, чтобы оно превращало в целое событие грустное, знаете. Типа, о нет, Прохор умер, блин, такой хороший олень был, быстрый, выносливый. Столько раз с ним походы ходили. А тут вообще похуй, я уже несколько поколений оленей, типа, ну, пустил через это пастбище. Уже вообще похую, умер там кто или нет. Ёб твою мать, я замерзаю. Вячеслав. Вячеслав в чате есть? Я тебя покормил сейчас. Если есть в чате Денис, то ты умер уже давно. Сорян, но это правда. Ну и, наверное, в плане что-то, если ты просто копипастишь себе кусок чужого кода, не разбиравшись, как он работает. Но они, наверное, в плане, что если ты просто копипастишь себе кусок чужого кода и не разобравшись, как он... Ну это да, это я понимаю, но просто там это все дошло до абсурда, как я считаю. Там прям немного абсурдно это. Там паранойя прям реально какая-то безумная в этом плане идет. Ну, абсурд я имею в виду, что вот ты, к примеру, задаешь конкретно нейросети вот задание, да, и спрашиваешь у него, как прийти к этому, ну, так, пошагово и так далее. То есть ты ему даешь задание, копируешь вот этот весь текст и говоришь, как выполнить его. Тебе нейросеть отвечает, там, типа, сначала тебе нужно создать такие-то файлы и объясняет, почему. Например, типа, тебе для начала надо создать make файл, который будет соединять воедино все твои вот эти вот файлы, функции отдельные, которые у тебя вот есть, ну, в отдельные какие-то файлы. Там. Также makefile тебе поможет прогнать сразу скомпилированные тобой файлы через тест, там, к примеру, еще как-нибудь там. То есть он так, типа, ну, нормально, прям реально помогает. А некоторые такие, не, ну это, блин, как-то попахивает читерством. Бу-бу-бу-бу. Поэтому я говорю, что лучше пользоваться нейросетью. Ну, именно вот в таком вот, типа, легитимном плане, как вот, чтобы понять вообще, что делать и так далее. Без нейросети я бы вообще, блядь, не понял бы, как внедрить в Unity вот сраные русские, ну, шрифты, кириллицу. Это ебанешься искать информацию вот в этом интернете. Форумы там какие-нибудь, там mail ответ.ру там в какой-нибудь зайти. И так далее, и так далее. Это же вообще, ну, время уйдет, а там какой-нибудь мудак скажет вообще не ту информацию.
Самое главное, еще скажут информацию какую-нибудь старую, типа, знаешь. Ну, вообще полное говно. Сейчас вот в натуре нейросеть прям вещь хорошая, помогает во всем. В скором времени чат GPT добавят, знаешь что? Офигенная тема, кстати. Добавит поисковик по нейросети. То есть поиск, то есть тот же Google, но с помощью нейросети он тебе даст нужную тебе информацию. Там, ну, скажем, он прогоняет там типа инфу на достоверность, на актуальность и всякие такие вот моменты и так далее. То есть ты вот при поиске задаешь там какой-то промпт, к примеру, типа мне нужна актуальная информация конкретно по вопросу, как импортировать русский шрифт в Unity, например, или там как там, не знаю, приготовить что-нибудь там. Кстати, вот в этом плане нейросеть очень сильно помогает. В плане готовки. Я сегодня приготовил, знаете что? Кабачок приготовил с стеблями этого чеснока. Я никогда не готовил кабачок из стебля чеснока. А оказывается, пиздец просто. Я спросил, как приготовить? А он такой, да блин, все просто. Берешь, режешь стебли чеснока по 5, по 6 сантиметров. Ты. Закидываешь его. Да. Контента мало, к сожалению. Филарет это, по-моему, имя эльфа, не? Ау. Аркадий умер. Найти хороший форум по программированию сложно. Помню, на самых популярных просто сидели тупые тролли, которые отвечали в духе, а чё, прочитать список гайдов религия не позволяет. Пиздец. Не круто. Религия не позволяет. Все. Якут умирает, по-моему. На ваших глазах сейчас. Да. Все, пиздак. Вот такая вот игра. Как бы понятно, что они хотели сделать, но, блин. Смысловой наполненности вообще нет. Печально как-то. Ой, ё-моё. Так, сейчас, подождите, ребят. Я, может быть, поработаю комьюнити-менеджером в одной компании. Звонкой пеленой наполнил небо майский дождь. Посмать. Ну, как бы один тухтиген. Испугался кошек гром. Я открыл окно. По очереди, да. Посмать. Сейчас я в туалет и подойду. Пока
Смотрите на это. Сейчас подойду. Ой. Грянул майский гром, и Россия бурною, пьянящую волной окатила границу лайка и попрыгай вслед за мной. Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра. Посмотри, как носится смешная и святая детвора. Капли на лице, это просто дождь, а может плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлебав вдруг размокла у меня. Вытекла ручьем прочь из дома к солнечным некошенным лугам. Превратившись в пар, с ветром полетела к неизведанным мирам. Представил я, город наводнился вдруг веселыми людьми. Вышли все под дождь, хором что-то пели и плясали, черт возьми. Позабыв про стыль, ты опасность после с осложнением заболеть. Люди под дождем, как салют встречали гром весенний, первый гром. Потому что вот этот шнурок, блядь. Все, я сделал. Давай. Туда галстук. Так, я вернулся. Давай по новой, Миша, все хуйня. 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 Disco craze, disco beat, disco craze, disco beat, disco craze, disco beat, disco craze, disco beat, disco craze, disco beat.
beat, disco craze, disco beat, disco craze. Привет. Детворе тоже привет. Как О, дела? привет, У Рокс. меня что-то надолго не получается зайти на стриме в целом. Угу. Уже даже Витек стал ругаться. Грозит модерку снять, к сожалению, но, увы, редко вынете. Понял, понял. А ты ему это скажи. Ладно. Ничего не говорим. Спасибо за 200 Рокс. Да, это нормально, это даже хорошо. Что редко в интернете. Ой, вы там понаписали, ёбана. У меня, как всегда, этот ёбаный рутоний чат не работает. Понятно. Так, странный неоприкид. Свисает внизу. Претор говорим. Так, когда C++ начал изучать, спрашивал, иногда на одном форуме помогали. Не помню уже сейчас как назывался, но популярный был. Если с матом, то сразу забанят. Да. Да, чё. Ну, если человек, он нормальный, то он все поймет. Расскажи, как оно есть на самом деле, почему занят там прочее. Не поймет, значит, ну такой себе. Ух ты. Так, ладно. Короче, у меня тут HR из HeroCraft пишет, вопросы задает по типу, ну, стандартные вопросы. Короче, у меня как будто сейчас собеседование идет, ребят. Блин. Кто такой HR? Тот, кто занимается наймом новых сотрудников. По сути, кадровик.
Мгм. Трусы, чтобы заправлять. Ну, ребят, она диджей. Понимаете? Вы, к примеру, вообще DJ Базуку видели? Например. DJ Базука это пиздец, если честно. Она, если что, прям стоит за диджейским пультом и... как бы это сказать помягче, киску гладит. Но... кошки у него нет за пультом. Понимаете? Блин, вам прям покоя не дает, да? Ладно. Давайте-ка... вот это вот прикольно. Где там Египет? Я хочу Египет. Молодую нам поставь. Ну погодите, тут есть классный трек. Так это она и есть, господи.
М, м. Так. Так, и такое сейчас можно... И такое сейчас... Ам.
Ну, предлагают 45, 50, ну, до 50 тысяч, короче, сказали. А давайте диджея Скуфа вам поставлю. Где диджей Скуф? Диджей. 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 Скуф. Диджей. 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 Скуф. Не, погоди, сейчас посмотрим. Ствол ТВ. Не в курсе. Блин, чел. Красавчик. Хорошо строился. Угу. Ну ты же муж с женой, Фред. Балдеют, чувачки. Это вот реально, типа, знаешь, такого рода человек, который уже, ну, вышел на хорошую концовку и чисто балдеет у себя на даче. И кайф ловит. Такой вот. Блин, он там селфи, конечно, делает там. Спасатели Малибу, да. А вы представьте себе ее в молодости, ребята. Видать, крутая была. Да. Это спасатели Малибу. И она спасает вас от скуки. Бум! О, этого деда я видел. Да. Да. Надо в PDF это сохранить, отправить. Угу. Угу. Все работает.
М. Хотя... О, нормально. Да, что-то такое, походу, для животинки. А может и пока каркас какой-то для дома. Непонятно. Ё-моё. Не, вот это тусня, тут это тусня. Не, на него я подписываюсь, пожалуй. Дачный Open Air, июнь 2024. Сведение, полная импровизация, диски записаны за полчаса до игры. Вставлена играется первый раз. Нет, 54 года и у меня есть хобби. Играю на даче, на больших площадках не выступал. За лайком не стремлюсь, на комментам буду рад. Bone Placer, лайкните. Да, для глазастых звук пишется напрямую через Behringer U-Control USA 222. Сразу на смартфон. Кони, паровозы, все включено. Я не волшебник, я только учусь. Если есть предложение собрать компанию, я только за. Предлагайте площадки, главное, чтобы на машине можно было подъехать. Аппаратура тяжелая. Многие жалуются на качество звука, но у микшера работает только режим моно. Хочу купить новый, но пока не накопил. Вот такой вот. Тусер, 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 тусер. Вот так вот. Так. Давайте заценим еще одну игру. Да. Они на даче не сажают картошку, морковь, огурцы. Они сажают только лишь хороший вайб. Вот так вот. Блин.
чего чувак крякает у меня в углу? Я нормально подхожу, по-пацански спрашиваю, что за кряки такие в болоте? Мы что, в болоте сидим или... Леша, убей. Леша, выключи меня, пожалуйста. Леша, убей меня. Ладно. Убей меня. Че за нахуй? Ты сейчас крякал. Леша, убей меня. Пиздец. Леш, ты сейчас зачем меня сукой назвал? Леш, мне завтра что с тобой делать? Ты меня сейчас сукой назвал. Может, я наебал под кого как. Так, ладно, это, конечно, все забавно. Но давайте мы перейдем к игре. Блять, ебаный в рот, сука. Так, ща. Как где? А шо не видно? Ща, подожди. Еду в Египет. А. Постойте. Твою-то мать. Ну вот, хотя бы так, да. Лол. Ну вот игра называется Метель. Метель. Игра называется Метель. Вроде хоррор игра. Ну, заценим. Так, FPS, субтитры. Да нахер мне FPS то издал. Ну, типа. Зачем на это смотреть? Выберите главу, чтобы начать играть. Перехитрите маньяка, сбегите из дома. Ночь в холодном подвале. Начало страшной истории. Но с таким-то лицом, конечно. Прятки в подвале маньяка. Продолжение игры Metal 2. Лол, что за фигня? Ну, странно, конечно, подход. Алан, Эмили, Юджин, Адель. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ух ты. Метель. Я вижу.
М. Так, нам надо как-то выбраться. А почему, а почему шум откуда-то отсюда? Как будто здесь замок стоит. Ам. Я открыл. Нужно выбираться отсюда. Я, кажется, ну, отмычку не выбрал. 220 вольт, видимо. 2013 год. О, рыбка. Чертеж кирки. Так, это, видимо, отсылка к Майнкрафту, ребята. Поддается, может. О. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный шкаф, ключ за стеклом, магнитошитель, разбить стекло, взять ключ, открыть шкаф, возьмите магнитошитель, дерните чеку. Окей. Еще за веревку еще. Ну просто разбей это стекло, лол. Ну руками. Да, ну нахер, ты не хочешь его разбивать руками? Ё-моё. То есть меня бы... О, понял. Панель управления выключена. А может провод это как-то, ну, типа отодвинуть оттуда? Просто я боюсь, что меня шандарахнет потом. 5. 5. 1. 3. 7. Дверь с электронным замком. 5, 1, 3, 7. Обрыв провода. Так, надо этот обрыв провода как-то починить. Зажатый ключ в тисках. То есть тут еще такая тема. Ну, интересный квест, ладно. В принципе, задача ясна, надо постараться убежать отсюда. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх. Пока маньяк не вернулся, я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток, юг. 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 Так, север, запад, восток, юг. То есть 5, 1, 7, 3. Окей. Не, ну, тормози. А как ты тут
провод починить, ну, соединить их просто руками. 14 декабря 2013. Холодно. А почему едет он, а не я? Звонок. Заперто с другой стороны. Блин, вообще не понимаю. А что мне делать-то? У меня отмычка есть и никак не применить его. Ящик с замком. В смысле ящик с замком? Так отмычка у тебя есть. Я, может, не ту кнопку нажимаю? Что с собеседованием? Написал? Не ответили пока. Ну, нормально написал вроде как. Хорошо написал. Что там делает маньячело? Что-то... О! Молоток, ё-моё. Ну ё-моё. Нет, нет. Блин, да ты издеваешься. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Как он... Подожди, что? А? Так, погоди-ка. Что? Что не так? Что? Что? Что-то здесь не так. Да перестань. Эта веревка не могла упасть сама. Да пошел ты нахер, в смысле? В смысле? Да. Говнюк. Весело ему, да? Эта веревка не могла упасть сама. Пилка по металлу. Пилка по металлу. Может быть... Пять, 1, 7, 3. Так, погоди. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Север. Или вот так вот. Север, запад, восток, юг. То есть 5, 7, 5, 3, 1. 7, 5, 3, 1. 7, 5, 3, 1. Нет, нет. Ёбаный рот. Так.
Ну, все вроде. Семь, пять, три, один. А? Так, погоди-ка. Да нормально все, что ты, блин. Что-то здесь не так. Да не гони. Все нормально. Видимо, показалось. Ну да. Жесть, он тупой. Так, окей. О. Скаба. А чё мне делать с этой пилкой? Ладно, короче, что там было сказано? Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Ну, может так. 3, 7, 1, 5. 3, 7, 1, 5. 3, 7, 1, 5. Нет. Охуительная история. Три, 7, 1, 5. Не получилось. А как понять, где север, где юг и там прочее? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А я даже не удивлен. Так, хорошо. Может, я запад с востоком путаю? Пять. Так, 5, 7, 1, 3. 5, 7, 1, 3. 5, 7, 1, 3. Нет. Блять, да ну нахуй. Бей его ножу. Ну, хорошая идея на самом. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да он не особо и вооружен, кстати говоря. Можно было бы и тащить ему реально. Видимо, показалось. Рукоятка. Может быть, тут какое-то дерьмо на потолке есть?
Тут прямо реальная игра на внимательность такая. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Может так? 7, 3, 5, 1. Семь, 3, 5, 1. Нет, нет. Да ёб твою мать! Да какой чухча придумал эту загадку, блин. Серьезно. Как понять, где север? Направление просто. Это рандомить приходится каждый раз. А? Я еще и восток с Так, западом путаю. Погоди-ка. Что-то здесь не так. В, Н, Е, Кто С. включил панель управления? Ну давай, порадуй меня. Нет, нет, не хочу! Я забыл выключить, прикинь. Что я сделал? Лол, что? Я потратил? На что, я не понял. Так. Может вообще 3, 5, 7, 1. 3, 5, 7, 1. Нет, нет. Естественно. Да никто не шумит. Это тебе опять сейчас покажется. Странный человек. Нет, что просто типа убить там. Трахнуть его в кишки. И так далее, не знаю. Что обычно эти маньяки долбаные делают. Всякое дерьмо делают. Страшное. Вот знаешь, вот ты можешь, по сути, вот просто это очень легко сломать. Берешь такой проводок, отрываешь оттуда, например, вот. Он оголенный просто стоит. Это же просто смешно. Типа даже ток сейчас не идет сюда. Вот просто берешь и круг, 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 и он просто не будет работать. Звоночек этот. Три, 7. А, ветер северный. По ветру понимать можно. А, вот блин, капец, прикиньте, как умно, ёпта. Северный. Так, ветер северный. Значит, 5, 1, 7, 3. 5, 5, 1, 7, 3. Твою же мать. Да ебал дремал нахуй. Хорошая головоломка, оказывается. Ветер северный. То есть, вот. Значит, я просто запад путаю. Что я нам 5, А? Так, погоди-ка. 5, 1,
Что-то здесь не так. А как я ввел? Видимо, показалось. Как я только что сейчас ввел? Подскажите, ребят. Я забыл уже, прикиньте. Я не понял. 5, 1, 7, 3. 5, 7, 1, 3. Давайте. 5, 7, 1, 3. Твою же мать. Да иди нахуй. Ну-ка еще раз. Север, запад, восток, юг. 5, 7, 1, 3. Значит, 5, 1, 7, 3. 5, 1, 7, 3. Или север с югом путаешь? А? Так. Да не. погоди-ка. Ну ветер же дует правильно. То есть Что-то здесь не так. в прогнозе погоды сказано, что ветер северный. Кто включил панель управления? Да ёбаный рот, ну я забыл, мужик, пожалуйста, не души. Падла. В главе Алан спрятан секретный маск кролик. Окей. Нужно выбираться отсюда. Лол. Что-то зарандомилось, или мне кажется? Так, ветер все еще северный. Это тут. Местоположение вещей меняется, понял? Прикинь. Так. Ну давайте очень быстро. А погоди, а интересно, пароль меняется? Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Нет, нет. Какого черта? Так, вроде бы. Нужно поскорее вернуться в клетку. Да я понял, бля, погоди. Да, все, больше Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. я больше ничего не делал. Больше ничего не делал. Пять, 1, 7, 3. А? И 5, Так, 7, Погоди-ка. 1, 3 тоже вводил. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Но ветер же северный. И он дует вот в эту сторону. Получается, я просто ввожу... Ну, первая цифра 5 точно. Это север. Север. 1, 7, 3, да? Значит, 5, 7, 1, 3. Хотя я это уже вводил, как будто. 5. Погоди. Пять, 7, 1. Да я точно вводил это, не. Не. 5, 7, 1, 3. Да бред какой-то. 5, 7, 1, 3. Ну. А что не так? Странно. Вообще странно. Да по-другому быть не может, как будто бы. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг.
Север. Запад, восток, юг. Да, неужели я вводил все время 2 раза? Типа, ну, неправильно. Так. 5, 7, 1, 3. Получилось? Нет. Нет, нет. Ебаный рот. Так. Может, тройки начать? Ветер северный имеется в виду то, что он с севера дует. С севера, типа, дует. На юг, да? Типа. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Заебал, я забыл, мужик. Ну. Надежно запись. Да, я забыл. Так, 3. Один, 7, 5. Ну давай. 3, 1, 7, 5. Бля. Черт. Какого черта? А чё он в смысле? Мгм. Да. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, ладненько. Еще раз. Дверной засов. О. Так у меня есть пилка, лол. Рыбка. Маска кролик. Черт. Кто это там шумит? Что это за слово? Ебать! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Идиот. Так. Что с гаечным ключом, интересно делать?
Ой, только не говори мне, что это... Ну, это было бы странно, конечно, запредельно. Так. Кирпичная кладка. Кислота. И чё? В смысле? Симулятор троллинга, да. Как достать маньяка? Но довольно прикольная игра. На винты. Да ёпта. М. А как перелить кислоту? Вот в чем дело. М. Не, ну если честно, малость не понимаю. Посуду как таковой я тут вообще не вижу. А вот до этого он не доебется разве? У меня ключ просто взял и пропал. Но, видимо, нет, раз уж такое дело. М. А че его вернуть никак нельзя? М. Зеркало не отодвигается, кирпичная кладка не отводится. Ну, мои полномочия тут все, как будто бы. Нет питания. А, Твою же мать! Что это за шум? м? Подожди. Что играть?
А ну живо открывай дверь! Я не знаю, как это объяснить ему. Ну, типа... Ну держись! Ну, держись. Ага, да. Ему это супер не понравилось. Нужно выбираться отсюда. Ну, тут сразу вот так. Твою же мать! Кто это там шумит? Кто это сделал? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, я ему дверь закрыл. И сижу в клетке, как ни в чем не бывало, типа. А это не я. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Блин, я не закрыл его. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Говнюк. Забыл про открытый ящик, прикинь. Ё-моё, заспидранил называется. Так, ладно. Как там было? 3, 1, 7, 5. Вообще пусто, да? Вообще без шанса. Вот провод этот разрез вообще был норм. Нет. Какого черта? Вроде... Окей. Кто закрыл? Ага, вот, закрыл. Как начальное 3D. А? Да. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Ай, всегда забываю этот сраный пульт выключить, говна кусок. Стекло убрали. Лол, отвертка лежит. А не было у меня отвертки. Как вы это поясните, лол? Ну тут ведро подставить надо. Может еще что-то появилось, да?
гвоздодер. Ну, напрашивается, что сюда. Понял. А, господи. Вот так все просто. Лол, кирка. Так, подожди. Не-не-не-не-не-не. А где доска? А, вот он. Все. Соси мою жопу. Твою же мать! Кто это там шумит? Кто это сделал? Блин. Сука. Ах ты! Пошел ты. Нахрен. А ну живо открывай дверь! Блин, этот лифт, конечно, просто. Ёб твою мать. Да не. Давай быстрее! Да! Ну! Блин, я в говне. Попался! Да иди на... Блин. Да, чуть-чуть не убежал. Ёб мать. Нужно выбираться отсюда. Ну все. Сейчас выберемся, Черт! Какого черта? Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Дико Сатурн. Нормально. А? Так, погоди-ка. Да не, все в порядке. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так. 3, 1, 7, 5. Так, сразу доску смотрим. Так, отвертки нет. Тут отвертки нет. Нет. Это что такое? А, лол, я болторез уже взял. Он просто торчал. Прикиньте. Но мне все равно надо этот... Да. Твою же мать! Кто это там шумит? Что это за слово? Блин, тихо. Как эта херня называется? Хочу погамать. Метель. Метель. Так и пишется по-английски. М. Так, Е. погоди-ка. Т. Е. Л. Метель. Что-то здесь не так.
По-моему, даже категория должна быть по этой игре. Видимо, показалось. Ага. Метель Horror Escape. Во. Эх. Угу. Оп. Ну, чисто, чтобы игра не сломалась, я вот это вот все действия сделал, один хер. Погоди. Погоди-ка, погоди. Ну да. Угу. Так, теперь закрываем на засов и включаем лифт первым делом. Черт. Кто это там шумит? Дожидаюсь просто, дожидаюсь времени, пока лифт доедет, и херачу в эту стенку. Давай. А ну живо открывай дверь. Какой нахер рычаг ты рофлишь, чел? Какой рычаг? Попался! Рычаг нужен был. Вот этот маньяк, потому что он типа он псих. Нужно выбираться отсюда. Он типа такой псих. Отвязный псих. Ну, рычаг, типа он сказал, ну, что-то я не понял вообще рычаг. Пилку сюда надо было применить или что, я не понял. Черт. Какого черта? Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Рукоятки, рычага, там, короче, чего-то не хватает, он говорит. Я не понял, что он имеет в виду.
Вообще, в принципе. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так. Видимо, показалось. Мгм. Впрочем, как всегда. Так. М, 3, 1, 7, 5. Так, доска. Ну тут всегда ничего нет, видимо. Так, допустим. Черт. Что это за шум? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да блин. О, еле успел. Все закрыл? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Календарь даже обратно поставил. Видимо, Да, показалось. да. Фу, хорошо, хорошо. Так. Я вот насчет рычага вообще не понял. Что за рычажок? Может там внутри он уже есть? Просто его надо успеть заметить или типа того. Мне кажется, внутри, ну, там, где вот стена замурованная, там оно должно быть. Все. Твою же мать. Кто это там шумит? Может, отвертку заюзаю, я не знаю. Мгм. Попался! Я забыл засов поставить, блин. Вот эту доску поставить забыл. Ё-моё. Нужно выбираться отсюда. Ага. Ага, такой. Ворвался, блин. Нет, нет. Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Спидрана. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Блин, доска пропала. Лол, и ручка тут уже. Да чё за бред вообще? Ну вот скажите. Чё за... А там тогда что находится? Да ну это вообще что? Так, ладно, отвертки нет. Доски нет. Болторез там внутри тоже нет, прикинь. Погоди, я нормально поставил? Ну. Антон, подожди. Сейчас. Так. Но это тут всегда, видимо. Ну ладно, давай посмотрим. Нет, нет. Болторез. Ну, вроде все. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну что может быть не так? Все так. Видимо, показалось. М. Так, сливаем кислоту. Тут отвертка. Откручиваем, а там гвоздодер. Ну, да, как бы все окей, но опять же хз, что делать, так как засова-то дверного нету. Тут как бы все. А куда? Чё? А там доски нету дверного засова, который вот сюда на дверь поставить. Может он тут где-то? А я его не вижу. М. Пиксель хантинг. Так. Да и тут нет нигде.
Не. Вообще по нулям. Может он на потолке как-то поставлен, я хз. Засов-то нужен? Без засова никуда. И никак. Я вообще без понятия, зачем это, ну, веревка. Чисто палево. Ну, из этой веревки мне гарантированно шандарахнут. По-любому. Так это заранее проигранный трай. Потому что нету доски. Я не понимаю. Может вот именно вот в этом... Короче, невидимо несколько вариантов расстановки вещей создали. Но вот в этой расстановке вещей они просто забыли добавить доску. Мне кажется. И даже вот так вот зырю уже. Как только я ударю вот по бетону, то все начнется. Эта мразь прибежит сюда. Да ладно, они реально забыли, что ли? Ну и дерьмище. А, нихера себе, тут даже такая тема была. Прикинь. А я не в курсе. Да он меня по-любому шандарахает сейчас током из-за этой веревки. Самое что ублюдское, он ничего с этой веревкой не хочет делать вообще. Ноль действий. Что? Чё? Там, да. Сюда, да. Басмат. Да охереть, они реально просто забыли эту доску. Других объяснений нет. Да он меня сейчас убивает, короче. Твою же мать. Что? Блин. И какая логика во всем этом? Ах ты! Я не успеваю в любом случае. А ну живо открывай дверь! Насрать. Он меня убил бы все равно. Нужно выбираться отсюда. Так, в этом трае... это самый первый стартовый трай. Здесь все по стандарту. О, нифига себе, оно тут лежит. Прикиньте, там тогда что валяется? Интересно.
Твою же мать! Так, не забыть вот это убрать. Нужно поскорее вернуться в клетку. Ладно, заходим. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Но я убегу, я убегу. А? Так, погоди-ка. Это Что-то здесь не так. что тут не то? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой нахер открытый ящик ты еб... Выдвижной открытый ящик. Блин. Да вот этот вот. Забыл закрыть. Да. Капец, я уверен был в том, что все окей. Ты думал, я не заметил? Открытый ящик? О-хо-хо. А вот заметил. Черт! Кто это там шумит? Йоло! Блин! А! А? Жестко. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Показался ему. Ну, Гудзон стукач. Стукач, а? Так. А почему голосовой не работает? Ясно, Рутон чат просто не работает, он такой типа инфаркт словил. Беспокойный гражданин. Прикиньте, вы вот таким вот образом оказываетесь, короче, в плену у маньяка. А Гудзон такой, а знаете что, хозяин? Он выходил, он тут крутил всякое там, короче, ну вообще, ну вы бы видели. А я сидел в клетке, да, я сидел в клетке. Я ничего не делал, я ничего не делал. Так, Если посадил в клетку, значит заслуженно. и после этих слов Гудзон такой типа, я заслужил это, хозяин, я заслужил. Мне нравится моя клетка, мне нравится. Да. Ну и это в том случае, если бы Гудзон был бы стукачом, и он бы сидел бы со мной в клетке. Это так и было бы, так и было бы. К сожалению, так и было бы. Блин, а вот что за прикол вообще? То есть, как по мнению разраба, я должен сейчас, ну, поступить? Доска внутри. Так, доска внутри.
Там еще требуется какая-то сраная рукоятка, я вообще без понятия, что это, куда это. Почему нельзя как-то, ну, сделать... Крыша над головой есть, кормят. Даже электричество есть. Что тебе еще надо? Вечно недовольный. Ну, да. Гудзон бы прям вообще не нарадовался бы нахождению в таком прекрасном месте. А, блин. Черт. Кто это там шумит? Хозяин, спасибо, что провели мне свет в будку. Так, подожди. Да блядь, иди нахер! Да это бред полный, как я это должен сделать вообще? Кал какой-то, я не понимаю. Это же нереально, по таймингу вообще не успеваешь. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А, там еще и разные карты за каждого перса. Понял. Ну, мы только сейчас вот за одного играем. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Показалось. Спустя секунду сразу типа шаги за дверью. Я такой хожу, брожу тут. А. Ничего себе. Но опять доски нету. Класс, класс. Опять просранный трай. Заранее. Ну а как еще? Ну а как еще? А никак вообще. По-другому и не скажешь. Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди. Но я недолго... Я думал попасть по таймингу, он же все равно типа... Что-то здесь Короче, не так. непонятно, он типа, что это за там за шум? Он идет пешочком, а потом... Видимо, показалось. А потом, если еще второй шум сделать, то он начинает бежать. Как будто бы. Короче, допустим, если бы я сразу... Ну, давай попробуем, ладно, давай попробуем. У нас сейчас опять ситуация такая, что этот странный засов говна, ну, внутри. Там. Опять такая ситуация стоит сейчас. Блин. Лифт очень долго едет. Вот в чем прикол. То есть я такой. Хуяк. Что это за шум? Ставлю. Засов. Вызываю лифт.
И он такой, ах ты, негодяюшка. А ну живо открывай дверь. А какой... Ага, сейчас такой. Да. А тут не успеешь, видишь? Тайминги вообще никакие. То есть, тут порядок такой, что я сначала должен вызвать лифт, потом он такой долго, вальяжно, 20 секунд идет до меня. И после этого я расхерачиваю кирпич и залетаю в этот лифт. Но даже это еще, ну, Нужно как бы не выбираться. конец. Надо там как-то еще... Найти какую-то сраную рукоятку, которую я вообще никогда не видел. Есть еще какая-то рукоятка. Нет, нет. Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Лол, чуть не открыл. Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. У тебя другие цифры? А? Так, погоди-ка. А ветер тот же? Что-то здесь не так. И погода та же? За это уже персонажа? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Блин, ну сука. Смешно, да. А на что я применял этот... Я вообще не понимаю. Я на что-то применял эту пилку по металлу, кстати. На что я его применял? Я один раз случайно применил его. Блин, я вдруг осознал, я же применял его на что-то, когда сидел в клетке. Это, кажется, и будет рукояткой, не? Не, ну это вообще капец, конечно, отбитый пиксель-хантинг. Не, ну как так? Да, засова все еще нет. Гвоздодер так валяется. Зато. Твою же мать! Какого черта? Лол? Погодите, а где болторез?
Дьюлу, а ты не проходил метель? Не, ни разу не проходил. А? Так, погоди-ка. Спасибо за 200 рокс. Что-то здесь не так. Да что не так-то, все хорошо. Кто включил панель управления? А, проклятый панель управления каждый, сука, раз. Да. А? Вот электричеством бьет. А, ну вот. Пилка для клетки. Как последний способ убежать, видимо. Я вообще не понял. Привет, Белуга. Когда разработка игры? Завтра? Завтра. Сегодня уже поздно. Ну, сегодня так. Хорошо посидели. Хар поиграли, якутскую игру. Потом русскую инди-игрушку под названием Якут. И вот сейчас метель. Да. Название, конечно, просто охеренное. Якут. Ой, блин, только... А, погоди. А, ну да, все, пиздец. Получается, ты настолько отбитый трач, что... Погоди, я вдруг понял. Твою же мать! Кто это там шумит? Я вдруг охереть как понял. Я жесть понял вообще. А чё я реально тороплюсь, если я могу сделать так? Ну реально. У вас там в Якутии не очень холодно? Да не, нормально. Ну как? Ха, спасибо за инструменты. А? От души. Так, погоди-ка. Кукупач, здорово. А в Сома не Что-то играл? здесь Играл. не так. Прикольная игра. Она сюжетно крутая. Очень. Кто включил панель Да управления? блин, мудак, нет, 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 нет. Гандон, я опять забыл про панель гондонского управления. Не, я реально понял, что... Выбираться отсюда. Ну, то, что нет доски, это не приговор, оказывается. Это не приговор. Так. Так, переставь управление. Или здесь нельзя? Нет, ты не понял. Вот эта вот панель управления включенная была. Короче, штука в чем? Ты должен незаметно выходить, делать какие-то действия для того, чтобы, ну, подготовить все для побега, а потом, если ты шумишь, вернуть все как было и вернуться обратно в клетку, так, чтобы он типа не заметил. В этом типа соль. А я забыл выключить панель управления. Он такой типа увидел. Че это у нас тут такое? Панель управления включенная. На, сдохни, получил удар током. И все. И все. Твою же мать! Что это за шум? Это первая метель. В смысле, вы прям в курсах? Что это за игра? Прям. Нужно поскорее конкретно? вернуться в клетку. В смысле, а как?
Что ты имеешь в виду под Главное, чтобы он переставить не заметил, что я управление? вылезал из клетки. Во второй части можно переставить вот это управление. А? А как это типа Так, поможет? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. И как это вообще работает? По-моему, ты бред какой-то несешь. В смысле переставить управление? Сюжет он не видит? А, сейчас вот не понял. В смысле сюжет не видит? Блин, ты, по-моему, вообще не о том говоришь. Выкрутить лампочку, он не заметит. Чего? То есть он такой: а, света нет, ну нормально. Я выхожу. Ты, по-моему, не играл в эту игру. Бред какой-то несешь. Лампочку выкрутить там что-то. Так. Доски нет. Нет, нет. Кто это там шумит? Какая капелька. Что ты несешь? Фолч прошел. Нет еще. А? По большей части от него Так, отдыхаем, можно сказать. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Это все время играть в одну игру, это прям тоска такая. Ну и потом никто не смотрит. Фолч-то этот. Ну практически. Практически никто не смотрит. Угу. И я такой... хлобысь. Твою же мать. Кто это там шумит? Ага. И после такой... Раз. Два. Все. Вообще я планировал сделать интересную игру про метель с несколькими локациями, дом через пруд. Вот в лес будешь ездить, но так и не нашел нужный дом, а самому делать лень. Но, короче, когда ты ломаешь двери, он обязательно приносит этот вот инструменты. А? Так, погоди-ка. Ну тогда ты никогда не сделаешь эту игру из Он кабеля. стенку выбил. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Панель управления, как оно мне доебало каждый раз. Да, забыл. Ну сейчас, да, нормально. Он нас не убьет. Есть еще последний шанс после этого.
Так, он мне принес. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Да ты рофлишь, что ли? А, блин, да серьезно? А ну живо открывай дверь! Да, блядь, я манал эту игру ебаную, блядь. Почему лифт не шел, а? Почему он не шел? Я же точно нажимал, блядь. Бред какой-то просто. Я сейчас другую игру делаю, делать модельку дома мне лень, а не особо мапе, особенно когда занят основной игрой. Нужно выбираться отсюда. Ну, понятно. Ну ща, короче, все, победа. Черт. Кто это там Ща шумит? будет все. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ну, доска внутри стены, но ты просто сразу не пытайся убежать, создавать много шума. Просто один раз выбей стенку и зайди обратно в клетку. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Блин, я же панель выключил. Выключил. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Боже мой, сколько можно? Ящик забыл. Бассе. Сволота. Так, ладно. Доски нет. Опять. Тоже ничего нет. Блин. Твою же мать! Кто это там шумит? Так, все вырубил. Жестко. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так, все так. Видимо, показалось. И прикиньте, прям при нем начинаю выходить. Он такой, вот оно чё. Иначе не прикольно. Вот оно чё. Вот какая-то херня была вообще чистой воды. То, что я, короче, включаю питание. Ну, точнее, лифт у меня едет такой. То есть, когда лифт начинает ехать, ну, это все, точка невозврата, да, видимо. Он такой начинает по-любому. Агрится. Что это за шум? Блин.
Календарь на месте, все закрыто. Ага. Да, он очень агрессив. Ты эту веревку вообще не трогай никогда. Веревка это ненужная вообще вещь. Байт чистой воды. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Каждый, сука, раз забываю, блядь. Вот это? Забыл выключить. Ну то вот так кнопку нажать надо было. Так, ну допустим. Пожалел, что начал делать мультиплеер. Да вообще, первым проектом никогда не надо делать мультиплеер. Да и вообще какую-то большую игру. Задушись только. Я задушился. А, погоди, он уже принес, да? Да. Сначала нужно поднять лифт, значит. Ну, как будто бы все готово для того, чтобы уйти. Черт! Что это за шум? Так, лифт поднимается. Ага. А это что, в Кистроне я не играл? Давай, давай, быстрее! А ну живо, открывай дверь. Хе-хе-хе. Все. Я уехал. Ага! Ага. Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! И тебе того же, давай. Рыбка. Вы сбежали от маньяка. 7 минут. Следующая глава. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась. Она отдельной главой же идет. Сказал: приехали. Ключ там нужен. Когда я вышла, От двери. вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла Спрашивают, а сознание. девчонку что не Проснулась в спас? старом Мы подвале когда от убегали, громкого там шума в соседней комнате. девушка плакала. Через мгновение Тоже шум прекратился, похищенная. и появился... Вот сейчас за нее будем играть, он. видимо. Ну. Прикол. Новая локация.
Хм. Да. Да. Большой, да. Вот так. Привинченный болтом. О, отмычка. Так, эта дверь привинчена болтом. Отмычка мне нужна для чего? А этот маньяк довольно-таки, ну, типа джентльмен, знаете. Девушке кровать нормальную, типа, устроил. Мужика тупо в клетку, а девушка, да. Можно даже сказать, хорошие условия. Как бы. Так, что-то я не пойму, для чего мне отмычка. Если дверь привинчена болтом. Может. Ага. Yes, yes, yes. Окей. Нужно поскорее найти выход. Так. А ты разве не находил ключ от замка, играя за парня? Нет, не было вообще. Да вряд ли я буду играть Age of History. Сильно вряд ли. Вот за 5К поиграл. Блин, да ладно, темно. Ты чё? И то не факт, что я бы до конца поиграл этот. Не, ну точно не до конца. Не люблю я стратегии, сразу тебе говорю. Ну, по типу, насколько я понимаю, Age of History это как Civilization или типа того. Или Hearts of Iron. А, вот же. Так, аккуратно под ноги смотрим. Чистый лист бумаги. Пароль. Видимо, надо что-то там нанести, тогда пароль появится. Эй, вот так. Ага, понял. Шинратен, здорово. Твою же. Ты что там шумишь? Блин, дерьма кусок. Надеюсь, он ничего не заметит. А что? Там все закрыто. А как этот сраный генератор-то выключить? Ну, типа рофл какой-то вообще я не могу. Толпаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 195. Ага! Попалась! Фак. А? Да, это он опять. Хогвартс Легаси 12 минут на полит Бэкграунд. Вот что такое пойдешь. Backrooms. Ну, Хогвартс я проходил.
12 минут тоже проходил на какую-то часть проходил. О, ручка, ничего себе. Ага. Нужно поскорее найти выход. О, смотри, капкан пропал. Где-то капкан, значит, стоит. Не-не, это сюда. О. Прикол, да? Блин. Да, рыба. О, еще рыба на туре. Положить предмет вовнутрь, закройте. Подожди. Это, конечно, все прикольно. Франк. Название МАЛ 245. Описание раствора для проявления невидимых чернил. Количество 8 штук. Вес 4 килограмма. Стоимость $54. Нахера ему так много проявлений чернил вещества? Странно. Ага. Ну охереть, у него прям тут комплекс такой. Довольно-таки сложный. МК-1 и, кстати, нет, не играл еще. О, запер на ключ, кстати. Что за прикол? Ведро не ставит? А, набралось. Все, хорошо. А на кой хер этот компрессор нужен? Он же для чего-то нужен. Но нет, наверное. Или чё? Непонятно. Так. Вода. Вода. Она мне нужна для чего? Для льда? Нет. Вода-то не горячая. А может его печку надо потушить? Как вариант. Ну, кстати, там же была надпись 195. Может, ее увидим? 195. Ну, кстати, да. Так, лом получил. Ломом долбим лед. Получили кусок льда. Так, кусок льда. Микроволновку. Не знаю для чего. Там, видимо, что-то есть. Как вылечить? Что за шум? О, боже. Нужно вернуться обратно в камеру. А мать твою за Надеюсь, ногу. он ничего не заметит.
Да все четко. А? Так, погоди-ка. Да я там все закрывал, он вроде нормально был. Как хочет игровой Здесь кто-то потенциал? Что посоветуешь поиграть? Игровую потенцию. Ну, вроде все на месте. Но... О, смотри-ка, понес. Вот, как раз понес к этому мужику. Рыба. Бочка с маслом. М. А, вот, все. Вот там мимо этот парень пройдет. Ржавый вентиль. Да ну нахер. Да боже мой. Вы чё, блядь, прикалываетесь, что ли? В смысле ведро? И чё, и куда ведро делось? Ох, рыбка. О, ножницы. Нет. Ну хотя... Щиток закрыт. Бля. Что-то мешает от... А. Да ёб твою мать. А что? Вот как будто бы надо взять масло. А. Погоди, я стараюсь думать, что тебе порекомендовать. Я стараюсь. Блин, тут везде это говно. Да что-нибудь... Хотя, может, какой-нибудь рогалик. Не то, что вот... Я хотел сказать что-то сюжетное, но потом подумал. Угу. Ничего нового не пишет. Просто надо перестать играть в онлайновые игры, я считаю. Тогда будет окей. Я вот просто перестал их играть, и нормально. Онлайновые игры. Это игры, которые по сети играешь.
Я вот с сыном сегодня в Fortnite поиграл разок. Нормально. Ну, 3 раза сыграли. Один раз проиграли и 2 раза победили. Прикольно. Так, питание надо дать. Как решетку открыть в самом начале? Значит, глупый сыренер, да. Ну, непонятно. Да вот что-то с этим надо делать. Там пустая масленка поднялась. Я херею. Я не заметил. Для включения требуется 24 ватта. Не, ну вот это интересно, конечно. Ну, 24 ватта. Он имеет в виду что? Это выключить типа. Экономия электричества? Не понимаю. Мать твою, компрессор надо врубить, да ты прикалываешься. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. А почему? Так, ну... Щиток закрыт. Требуется ключ-карта. Ну, прикольно сделано вообще. Правдоподобно, так сказать. Провода очень хорошо так идут, типа. Знаете. О, погоди-ка, тут что-то есть. Ну, блин. Прыгать мы не умеем. Так, он вообще наверх идет. Так, сначала нужно поднять лифт. А лифт поднимется только благодаря этой штуке. Так, а щиток этот не откроется. Блин, вообще толку от того, что я его включаю, ничего не меняется. Ну, отсюда ключ нужен как будто бы. Вот еще есть.
А, в смысле, откуда я ключи взял? А ключи откуда? Предохранитель, ну конечно. Постойте, а ключи откуда я надыбал? Отсюда? Не. Да? Так, этот щиток закроем. Палево, палево, палево. Слишком много палева, это плохо. Так, где-то должен быть предохранитель. Да, тут ничего нету. Вот бы еще как-то вот этот пароль проявить. Это как-то надо сделать так, чтобы он показывался. Это не тот пароль, если что. Он отсюда. Два часа 4. Ну, может быть 02:20. Нет. Ну, не знаю, 14:20. 14, погоди. 14:19. Нет. Короче, это ни к этому вообще не относится. О, вентиляшка. Охереть, я так внимателен, просто что капец. Что еще тут может быть в принципе? Посмотри, фигнул рожи японский котенка. Да, он... Вот и бакатя. Ротуй. Hasan sadece kamerana bartuy. Папа ты дан ты янда. Да, у ты бат холорка масын кыл бапыта. У ты бат олорга масын кыл бапыта. Sadece kır bir олорга масын кыл бапыта. Да? А ты что думал? Спать идите. Да, спать. Котенка надо ускорить. Бронтви. Теперь посмотри. Папа сюда. Что было? Посмотри, турана котену, барсет.
Блин, завтра нас же тоже надо кое-куда пойти. Больница там. Блин, предохранитель найти. А где он, блядь? Пустой холодильник. Ну прям как у меня. У меня тут стоит пустой холодильник. В комнате. — 2012. Я вот как нашел предыдущий этот ну, ключ. Так, выкинуть мусорку. Таск. Да. Ключ-карта в сейфе. Ну, класс. Дверь ящика прибита на гвозди. Плоскогубцы, значит, для этого нужно. А чтобы достать плоскогубцы, надо что? Правильно, надо поднять лифт. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. Да когда лучше это время? Когда оно наступит? Все, ждем и ждем эти времена, когда он нужен будет. Ну что делать? Поснимать. Это что такое? Камань. Это что такое? Боже ты. Это масынка лен соди, то. Масынку тебе не купил. Тут как договаривались? Садика барабулаха набить дыра. А ты как этот просыпаться собираешься? Сейчас 30 ночи. Человек посмотрит. Ты сегодня еще пойдешь во что-то кроме метели? Да у меня поздно уже. Скорее всего, пойти бы лечь спать. А так игра прикольная. Я бы даже хотел пройти все эпизоды. Отдает прикольным таким вайбом. Времен Пенумбры. Помните Пенумбру? Прикольная игра. Была хоррор игра. Сейчас даже не знаю, как она играться будет. Она явно уже не такая уж и стрёмная. Хотя, не знаю даже. Я помню, там были какие-то смешные собаки. Блин, ну это просто херня какая-то. Просто, блин, дерьмище, я не понимаю.
Я в натуре не понимаю. Ну, игра-то прикольная, довольно бесячая, да и просто немного скучновато за такой игрой следить. Ну, ну кому как, кому как. Вообще, если смотреть на такую игру, как решение головоломок вместе со стримером, то довольно-таки неплохо может получиться. Ну, типа, блин, что делать-то? Ищем вместе решение головоломочки. Что дальше делать? Я вот, к примеру, сейчас вообще не понял, что может быть. Есть какие предположения? Я вообще без понятия. Вроде все чекнул, все посмотрел. Везде и всюду глянул. А сыну не страшно? Не, он прям любит такие игры. И фильмы. Спасибо. Привет, Арсен. Не, игра-то на самом деле не страшная. Она, ну, типа триллер. Довольно-таки неплохой триллер, да. То есть похитили героев, и ты за каждого героя должен выбраться из ловушки маньяка, типа. Из ловушки Джакерги. Ёпта, я не понимаю, просто не понимаю. Switch Elevator, блин. Ну включи ты мне, пожалуйста, будь милостив, собака говна. Врубайся, собачье говно. Это невозможно. Нет питания. Хорошо, нет питания. Так, вот компрессор где? Компрессор. Вот компрессор, видимо... Вот он. Ну, вот компрессор я, допустим, если бы включал, то что бы он включил? Непонятно вообще. Может, где-то под половицей упал предохранитель? Я его типа не вижу. Ну, это полный бред. И где? Я хожу, тут уже ползаю. Да это я знаю, он уже давно вышел. Он к первому герою вышел. С ящиком для инструментов и как будто бы ушел с концами. Но его уже просто нет давно. Вот где-то сныкана сраная... Ну, сраный предохранитель вообще. Только не гугли, Белго. Вот не надо вот типа говорить сейчас и искать там решение в гугле. Ну, это ж неинтересно. Вот там что-то как будто бы есть, слушай. Странный какой-то кусок. Ну вот есть какие-то пустые ящики растворов.
Точнее, бутылки. 8 штук сказано. На электричество для щитка. И да, давай завтра сюжетную игру, что-то по типу полуфильма. Ну, посмотрим. Посмотрим. Алло. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Да чё не так-то? Здесь кто-то был? Не, никого не было. Не знаю даже о чем ты. Кто закрыл дверь? Наоборот, закрыл. Ё-моё. Закрыт на замок. Ага. Ага. Так. Когда отмычка потратится, то все. РВП. $12 ватт требуется. Не, ну погоди. Ну, а в чем проблема? Он тут? Да, он тут. Блин, это плохо. Закрытый и открытый ящик в комнате. Ну, типа... Ну, такой он маньяк с ОКР, так сказать. Все помнит, как оно лежало. Тупо мега-маньяк с хорошей памятью. Так. Проклятие. А, что за шум? Гип-компрессор. А, да ну нахер, я должен был успеть за это время с компрессором сделать какую-то работу. Сколько с будет щитом. стоить Пока он сыграть занят, у меня есть стримлеру в время заглянуть в его Т5 РП? комнату. GTA 5 РП, вряд ли буду играть GTA 5 РП. Вообще без понятия. А? А чё он там проверил? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл дверь? Чего, блядь? Ты прикалываешься? В смысле? Какая дверь? Ты чё? Сука, как он рофлит, а? Мудак вонючий. Блин, он имеет в виду эту дверь, да? Ладно. Так, давай, короче, попробуем. Я такой беру. Хуяк. Так. А, нет. Ты что там шумишь?
Да ебаный рот, это чё, прикол? Толпа компресса. Блять. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Блин, любит же он поспать, слушай. Что за игра? Метель называется. Блин, я могу и без этого подергать. Окей, 24. Так, 24, да? Хорошо. Так, допустим, 50, точнее 5, 8. Так, это у нас получается 9. 9 плюс... Девять плюс... Допустим, 15,3. 15,3 плюс... Ну херня какая-то, погоди-ка. Походу это трогать не надо. Так, 6,8, допустим, оставим. 6,8 оставим. 6,8. Вот, смотри. 6,8. Не, погоди. Давай, Фрид, спокойной ночи. Пять, 8. А ты как к этому ответу пришел? Сложил все? 5, 8, 4, 3, 9, 9, 9, 1, 9, 1 плюс 7, 6, получается 16, 7, 16, 7 плюс 6, 3. Ну да. Что за шум? Привет, Хоко. Здорово. Спасибо. А? Так, погоди-ка.
Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну и славно. Так. Да не, бред какой-то. Вот, для этого это все делалось. Погоди, на всякий случай закроем пока. Один пять три девять, 1539, 1539, 1539, 1539, 1539, 1539, 1 5 Твою же. 3 Что там шумишь? 9, 1 5 3 Нужно запереть его, 9. когда он зайдет в комнату. 1 5 3 9, 1 5 3 9. Толпаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Да ебать! Думай быстрее. Еба! Убежал. Охуеть можно. Плохая концовка. Вы сбежали от маньяка. Плохая концовка. Вы сбежали. Как это что? Как это может быть плохой концовкой? Бред какой-то. Но прикольно. Нихуя себе. Понял, да? Вот оно чё, Михалыч. Да-да-да. Получается, эту ручку от лифта я должен был положить в ящик инструментов, чтобы этот хуй Алан что-то сделал. Ну, именно, чтобы он на лифте типа, поехал, знаешь. Прикол. Или, погоди, или я должен был поехать на лифте наверх просто. Непонятно. Ну, что-то я должен был, да, сделать, чтобы облегчить мою жизнь. Да завтра, скорее, следующую главу. Сейчас спать пойдем. Потому что уже поздно. О. HR из Herocraft написал мне, сказал:
Мы с вами свяжемся. На оценку. Пошел отдавать. Ну, завтра еще что-нибудь по игре поделаем. Я думаю, что-нибудь поделаем. Надо будет что-нибудь поделать конкретно. Свяжутся боя. Но, надеюсь, свяжется. Ну, взяли и придумали. Ладненько, хорошо. Все. Ну, хорошо посидели. Увидимся завтра. Постараюсь завтра запустить пораньше. Постараюсь. Так, погоди, что-то здесь не так. Да. Во сколько? Ну, посмотрим. Может быть. Ну, это, если я говорю о том, что пораньше, то, скорее всего, если по московскому времени смотреть, то это утреннее время. По Якутску 2 часа, 3 часа. По Таиланду 12 часов. Час. Ну, посмотрим. Ну все. Спасибо, Рокс, за донаты. Всем спасибо, кто был. И большое спасибо за общение. Ну, на этом все. Всем пока. Ахах, поговорим. Ну, просто зрители из Таиланда есть. Ну все, всем пока.